Привет, друзья! Краткие бизнес-новости Германии, Европы и мира. Германия входит в сложный экономический период, давление испытывает и экономика, и банковский сектор, и даже рынок труда. Инфляция снова растет, золото бьет исторические рекорды, а сразу несколько гигантов Porsche и BSH обсуждают сокращение. Тем временем Китай и Соединенные Штаты Америки начинают новый виток торгового противостояния, который уже влияет на Европу. А в самой Германии спорят, можно ли брать больничный только с 4-го дня болезни, идея, которая касается миллионов работников. Экономисты говорят, если тенденция не изменится, осень станет решающей для рынка труда и инвестиций. Что стоит за этими событиями, разберу подробно в этом выпуске. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить главные последние экономические новости Германии и Европы. Итак, инфляция вновь ошеломляет. В сентябре цены выросли на 2,4%. Это максимальный годовой рост за 2025 год. Согласно данным Федерального статистического ведомства, рост цен отмечен уже второй месяц подряд. В августе, напомню, инфляция составила 2,2%. Особенно сильно подорожали услуги. В среднем, внимание, плюс 3,4%. А продукты питания прибавили 2,1%. И здесь интересно, что энергетика стала дешевле, снижение на 0,7%. Если исключить продукты питания и энергию, так называемое ядро инфляции составит около 2,8%. Это означает давление на кошельки миллионов граждан, цены растут быстрее, чем доходы, а покупательская способность, наоборот, падает. Экономисты уже предупреждают, при такой динамике Европейский центральный банк может отказаться от планов снижения процентных ставок, чтобы не подлить масло в огонь инфляции. И это только начало. В китайском правительстве заявили, внимание, торговое противостояние с Соединенными Штатами Америки может затянуться на неопределенный срок. По заявлению официального представителя Китая Лин Цзяня, если Вашингтон усилит свои пошлины, Пекин готов к решительным встречным мирам. Китай утверждает, что не уступит, тарифы могут стать лишь началом конфликта, который перейдет в более широкое экономическое противостояние. Новая эскалация началась после того, как сами Соединенные Штаты Америки повысили тарифы на китайские товары сначала до 20%. В ответ Китай ввел пошлины до 15% на американские сельхозхозяйственные продукты, заявляя, что обвинения в якобы несоблюдении антинаркотических мер используются как предлог для давления. Среди ключевых заявлений, если Соединенные Штаты Америки продолжат тарифное давление, Китай будет отстаивать свои интересы. Лин Цзян призвал Вашингтон отказаться от принудительных методов и вернуться к дипломатии. Что это означает для мира и экономики? Противоборство двух крупнейших экономических сил перерастает из торгового в стратегическое. Уже сейчас рынки реагируют, растет волатильность, инвесторы уходят в защитные активы. Если Китай не отступит, столкновение выйдет за рамки тарифов и может затронуть цепочки поставок, валюты и технологий. Европа и другие регионы окажутся втянутыми в череду ответных экономических мер. А дальше еще интереснее. Представьте, вы заболели, но к доктору можете идти не сразу. В Германии идут горячие споры вокруг предложения. Внимание! Разрешить брать больничный лист только с 4-5 дня болезни. Инициатива исходит от самой Ассоциации штатных врачей, руководитель которой Андреас Гассен утверждает, большинство таких коротких больничных можно отменить без ущерба для системы здравоохранения. Он считает, что требование предъявлять справку уже с первого дня провоцирует ненужные визиты к врачу. Но работодатели, например, в Нижней Саксонии назвали такие предложения абсолютно недопустимыми и не из мира закона. Представитель объединения предприятий Нижней Саксонии Волькер Шмидт предупреждает, это откроет простор для злоупотреблений. Критика звучит и в адрес идеи лишить работодателя права требовать те же больничные раньше. Противники говорят, что это снимет важный инструмент контроля. Сейчас закон гласит, при болезни продолжительностью внимания свыше 3 календарных дней работник обязан предъявить справку, но работодателю разрешено требовать ее и раньше. Сторонники реформы надеются через эту меру снизить нагрузку на самих врачей и систему, убрать лишние справки, сэкономить ресурсы. Собственно, в центре дебатов сам тот баланс, как одновременно облегчить жизнь работникам, не ослабить контроль и не навредить системе. Решение, которое примет парламент, затронет миллионы людей на работе и в медицине.
Тем временем разворачивается новая интрига. Золото снова растет, и вместе с ним серебро показывает стремительный подъем. В последний понедельник, вчера, цена одной унции золота пресекла отметку внимания – $4096, обновив исторический максимум. А серебро к тому же побило собственный рекорд, и его цена выросла до $51,85 за унцию. Что стоит за этим мощным ростом? Эксперты называют сочетание нескольких факторов – геополитическая нестабильность, беспокойство насчет мировой экономики и ожидание, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки снизит процентные ставки. Интерес инвесторов тоже играет большую роль. Банки и фонды активно пополняют запасы золота и серебра, считая их стабильным активом в период мировой неопределенности. Особенно впечатляет динамика серебра. С начала года оно подорожало сильнее, чем золото, почти на 80%, тогда как золото выросло на 56%. Для обычного человека это означает, вложения в драгоценные металлы сейчас выглядят гораздо привлекательнее многих акций или валют. Мир входит в ту фазу экономической турбулентности, и золото с серебром становится на первый план. Кто окажется прав, время покажет. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Porsche назревает неожиданный поворот. Гарантия на рабочие места может быть пересмотрена, и часть сотрудников может попасть под риск сокращения. Компании и профсоюзы ведут переговоры о новом пакете мер экономии. При этом гарантия занятости, действующая до июля 2030 года и охватывающая внимание около 23 тысяч сотрудников, уже обсуждается как пункт, который можно исключить. В планах сокращение примерно 1900 должностей до 2029 года, в основном за счет невозобновления срочных контрактов. Ранее гарантия занятости защищала таких работников от увольнений по экономическим причинам. Если они будут упразднены, увольнения станут возможны снова, особенно в головном заводе в Цуффенхаузене и в центре разработки в Вайсхах. Причина давления на Porsche – это падение продаж, особенно в Китае, трудности американского рынка и затруднительный переход к электромобилям. В первые 9 месяцев продажи снизились, я напомню, на 6%. Управленцы заявляют, такие меры нужны, чтобы сделать компанию эффективнее и устойчивее. Однако профсоюзы требуют продлить гарантию и считают, что отмена станет ударом по доверию между рабочими и руководством. Если переговоры завершатся отменой вот этих гарантий, будущее сотруднику окажется в руках новых решений, а Porsche на распутье сохранить стабильность или пойти на радикальные изменения. Следующая новость усиливает тот драматизм происходящего. В Германии готовятся к масштабным изменениям. Ведущий производитель бытовой техники BSH объявил о сокращении примерно 1400 рабочих мест из-за снижения того же спроса. Компания, выпускающая стиральные машины, плиты и холодильники под брендами всем известным Bosch, Siemens, NEV, поясняет, она давно производит больше, чем успевает продавать. Среди причин – слабый рынок жилья и смена предпочтений покупателей в пользу дешевых моделей. Наибольшие изменения коснутся двух заводов. В Бреттоне планируется завершить производство плит, вытяжек и логистику. Это может затронуть около 980 сотрудников. А на предприятии в Науэне до середины 2027 года закроют цех стиральных машин. Это затронет еще порядка 440 работников. Руководство BSH признает, решение болезненно, но неизбежно. Генеральный директор Матиас Мец обещает искать социально приемлемые решения и советом работников. Профсоюз Металл и представители работников уже требуют, цитата, «не принимают решений за спиной трудящихся». Они настаивают на прозрачности и участии в обсуждении альтернатив. Этот шаг воспринимается не только как вызов для одного предприятия, это тревожный сигнал для всей отрасли бытовой техники Германии. Если ситуация не улучшится, перед многими компаниями может вставать выбор между оптимизацией штата и приостановкой части производства. И это не единственное, что сегодня взбудоражило экономику Германии. В Германии ситуация на рынке труда становится сложнее. Прогнозы на 2026 год показывают рост безработицы на востоке страны, в то время как на западе она будет снижаться. Согласно прогнозу Института трудового рынка и профессиональных исследований, в восточных землях Германии ожидается увеличение числа безработных на 1%, в то время как в западных землях снижение на 0,4%. Наибольший рост безработицы прогнозируется именно в Берлине плюс 2%, в Саксонии плюс 1,5% и в Бранденбурге плюс 1,2%. В то время как на западе Германии, например в Гессене и Северном Рейне-Вестфалии,
ожидается снижение безработицы, а на востоке страны ситуация, как я сказал, ухудшается. В Баварии, например, прогнозируется самая низкая безработица, всего лишь 4%. Эти данные подчеркивают продолжающееся экономическое неравенство между Востоком и Западом Германии. Восточные земли сталкиваются с демографическими проблемами также, такими как старение населения и миграция молодежи именно на Запад, что и влияет на рынок труда. Эксперты предупреждают, что без активных мер по стимулированию экономики и созданию рабочих мест на востоке страны ситуация может еще больше ухудшиться. Необходимы инвестиции в инфраструктуру, поддержку местных предприятий и привлечение молодежи для обеспечения устойчивого экономического развития. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.